Следующий вопрос. Прошу. Здрасте. Я Дженни, второй курс. У меня вопрос ко всем троим. Одним предложением максимум. Ну, вы поняли. Скажите, почему Америка величайшая страна в мире? Разнообразие и возможности. Льюис. Свобода и свобода. И пусть так и будет. Уилл. Нью-Йорк Джетс. Но нет, мы хотим услышать ваш ответ на вопрос. Почему Америка самая великая страна в мире? Так, Льюис и Шерон уже сказали, разнообразие возможностей плюс свобода и свобода. Мы не отпустим вас в аэропорт без ответа на этот вопрос. Что ж, наша Конституция — это шедевр, Джеймс Мэдисон был гений, а Декларация независимости для меня величайшее произведение американской словесности. Вы не удовлетворены, похоже. Первое — список законов. Вторая — объявление войны. Нам нужно ваше настоящее мнение. Как насчет нашего народа? Почему Америка... Она не лучшая страна в мире, профессор, это мой ответ. Хотите сказать? Именно. Давайте поговорим... Ладно. Шерон, фонд искусств — подстава. Да, он отчитывается за каждую копейку из налогов, но этот вот будет доставать вас всегда. Это не стоит денег, не стоит голосов. Эфирного времени, абзацев в статьях. Знаете, почему либералов не любят? Они не выигрывают. Если либералы охереть какие умные, то почему проигрывают раз за разом? Эй! А вы с серьезным видом рассказываете студентам, что Америка полосата, классно звездная, и что во всем мире свобода есть у нас одних. В Канаде свобода, в Японии свобода. В Британии, Франции, Италии, Германии, Испании, Австралии и в Бельгии тоже свобода. В мире 207 независимых государств, в 180 свобода. Так, ладно. Вот ты, активистка. На случай, если однажды вздумаешь проголосовать, лучше кое-что запомни. Например, что не существует доказательств в пользу утверждения, что Америка величайшая страна в мире. Мы седьмые по грамотности, 27-е в математике, 22-е в естественных науках, 49-е по долгожительству, 178-е по детской смертности, 3-й по доходу на домохозяйство, 4-й по рабочей силе и 4-й по экспорту. Мы обошли другие страны в 3 категориях. По числу заключенных на душу населения, по количеству взрослых, верящих в ангелов, и по расходам на оборону, которые превышают расходы следующих 26 стран вместе взятых, 25 из которых наши союзники. Конечно, в этом не виновата 20-летняя студентка, но тем не менее, вы, несомненно, принадлежите к поколению худшей точки в истории. И когда вы спрашиваете, что делает нас величайшей в мире страной, я не понимаю, блядь, да вы о чем? О заповедниках? Мы были великими. Мы боролись за правое дело. За то, что подсказывала совесть. По совести принимали законы, отменяли законы. Мы воевали с бедностью, а не с бедными. Мы шли на жертвы, мы заботились о ближних, мы тратили деньги на то, что нужно, мы не били себя в грудь. Мы создавали великие вещи, безбожно продвинулись в технологиях, исследовали Вселенную, лечили болезни, и мы воспитали лучших в мире артистов и величайшую в мире экономику. Мы тянулись к звездам. Мы вели себя как люди. Мы не принижали их знания, они нас вдохновляли. Они не внушали нам, что мы ничтожны. Мы не судили о себе и других по тому, за кого мы голосовали, и мы никогда так легко не пугались. Мы были способны на все это, потому что у нас была информация. От людей великих, которых мы боготворили. Первый шаг к решению любой проблемы — это признание ее существования. Америка больше не величайшая страна в мире. Довольны?